Красная шапочка. Жила-была маленькая девочка. Была она скромная и добрая, послушная и работящая. Мать не могла нарадоваться, что у нее растет такая помощница. Дочка помогала ей по хозяйству, а когда вся работа была переделана, читала матери что-нибудь вслух. Всем нравилась эта милая девочка, но больше всех ее любила бабушка. Сшила она как-то из красного бархата шапочку и подарила ее внучке на именины. Новая шапочка была девочке очень к лицу, и за то, что с того дня никакую другую она носить не хотела, люди прозвали ее Красной Шапочкой. Однажды мать решила испечь пирог. Замесила она тесто, а Красная Шапочка нарвала яблок в саду. Пирог вышел на славу. Посмотрела на него мать, да и говорит: «Красная Шапочка, ступай, навести бабушку. Положу я тебе в корзину кусок пирога и бутылочку молока, отнесешь это ей». Обрадовалась Красная Шапочка. Мать вышла на крыльцо проводить девочку и стала ее напутствовать: «С чужими, дочка, не разговаривай, с дороги не сворачивай». «Не беспокойся», — ответила Красная Шапочка. Попрощалась с матерью и отправилась через лес к дому, где жила бабушка. Шла Красная Шапочка по дороге. Шла, да вдруг остановилась и подумала: какие красивые цветы здесь растут, а я не смотрю вокруг, как звонко поют птицы, а я словно и не слышу. Как же хорошо здесь в лесу. Действительно, сквозь деревья пробивались солнечные лучи. На полянках благоухали прекрасные цветы, над которыми порхали бабочки. И Красная Шапочка решила: принесу-ка я бабушке вместе с пирогом еще и букет цветов. Ей, наверное, будет приятно. Еще ведь рано, и я к ней успею. И она свернула с дороги прямо в лесную чащу и стала собирать цветы. Сорвет цветок и подумает: а дальше вон растет еще покрасивей. И к тому побежит. И так уходила она все глубже и глубже в лес. Идет девочка по лесу, собирает цветы, поет песенку, вдруг навстречу ей злющий волк. А Красная Шапочка вовсе его не испугалась. «Здравствуй, Красная Шапочка!» — сказал волк. «Куда это ты собралась так рано? Бабушке. А что это у тебя в корзинке?» Бутылка молока и пирог. Мы с мамой его пекли, чтобы порадовать бабушку. Она больная, да слабая. Пусть поправляется. «Красная Шапочка, а где живет твоя бабушка?» Чуть подальше в лесу, под 3 большими дубами, стоит ее домик. «Счастливого тебе пути, Красная Шапочка!» Пробормотал волк, а про себя подумал: «Славная девочка! Лакомый был бы для меня кусочек, повкуснее, пожалуй, чем старуха. Но чтоб схватить обеих, надо дело повести похитрей». И он, что есть духу, помчался самой короткой дорогой к бабушкиному дому. Идет Красная Шапочка по лесу, никуда не торопится, а серый волк уже стучится к бабушке в дверь. Кто там? Это я, Красная Шапочка, принесла тебе пирог и бутылку молока. Открой мне. — ответил волк тонким голосом. Нажми на щеколду, — сказала бабушка. Я очень слаба, подняться не в силах. Нажал волк на щеколду, дверь отворилась, и ни слова не говоря, он подошел прямо к бабушкиной постели и проглотил старушку. Затем волк надел ее платье, чепец, улегся в постель и задернул полог. А Красная Шапочка все еще цветы собирала.
И когда она уже их набрала так много, чтобы нести не смогла, вспомнила она о бабушке и отправилась к ней. Подошла Красная Шапочка к домику бабушки, а дверь открыта. Удивилась она, зашла внутрь и крикнула: Доброе утро! но ответа не было. Тогда она подошла к постели, раздвинула полог, видит, лежит бабушка, надвинут чепец у нее на самое лицо, и выглядит она как-то странно. Ой, бабушка, отчего у тебя такие большие уши? Спросила Красная Шапочка. Чтобы лучше тебя слышать. Ой, бабушка, а какие у тебя большие глаза? Это чтобы лучше тебя видеть. Ой, бабушка, а что это у тебя такие большие руки? Чтобы легче было тебя обнять. Ой, бабушка, какой у тебя, однако, большой рот. Это чтобы легче было тебя проглотить. Сказал это волк, вскочил с постели и проглотил бедную Красную Шапочку. Наелся волк и улегся опять в постель, заснул и стал громко-пригромко храпеть. В ту пору проходил мимо дома бабушки добрый охотник. Хоть у него и было ружье, но он редко стрелял из него, потому что любил зверей. Услышал он доносившиеся из домика какие-то странные звуки и насторожился. Не может быть, чтобы старушка так громко храпела. Подкрался он к окошку, заглянул внутрь, а там в кровати волк лежит. «Вот ты где, серый разбойник!» — сказал он. «Я уже давно тебя разыскиваю». Хотел охотник сначала застрелить волка, да передумал. Вдруг тот съел бабушку, а ее еще можно спасти. Взял охотник тогда ножницы, спорол брюхо спящему волку. Выбрались оттуда Красная Шапочка и бабушка, обе живые и невредимые. И были все трое очень и очень довольны. Охотник снял с волка шкуру и отнес ее домой. Бабушка скушала пирог, выпила молока, что принесла ей Красная Шапочка, и начала поправляться, да сил набираться. Красная Шапочка же поняла, что всегда нужно слушаться старших, в лесу никогда не сворачивать с дороги. Конец.